Иногда хочется отложить все сражения и просто заняться чем-то спокойным. Посадить пару грядок, завести животных, обустроить участок и постепенно превратить его в свою уютную обитель. Давай же начнем, друг мой, цикл контента, посвященный такому важному делу, как фермерство. Всем здрасте, с вами Настя. Важная инфа и начнем. Прошу не гнать меня палками за то, что не выходили ролики, которые мне сейчас надо наверстывать. Все с ремонтом покончено, я полностью погружаюсь в создание контента и полировку крупномасштабного проекта, который у меня уже на финишной прямой. Терпение, друзья мои. После того, как я объявила о проведении розыгрыша ключа в группе ВК и проанализировав результат, поняла, что нужно менять правила игры. Сначала про итог под роликом, во что поиграть, игры с созданием базы, часть 4, потом все остальное. Для этого розыгрыша я сделаю исключение и выберу 2 победителей, кто поставил лайк и был подписан. Остальные 6 халявщиков без подписки мимо. Поздравляю Илью и от Малика и Евгения Макаренко. С меня каждому по игровому ключу. Свяжемся в личке ВК. Для следующего розыгрыша я озвучу правила в следующем ролике, поэтому не пропусти. Совсем скоро станет жарко, проект почти готов. Эковуд. Простая ферма превратилась в историю о восстановлении природы после вмешательства человечества. Вы играете за эльфа, который пытается вернуть жизнь в зараженный лес, а прошлое мира раскрывается через других NPC и исследование окружения. При этом разработчик принципиально оставил игру мирной. Никаких врагов и боевой системы. Только поиск интересных мест в открытом мире, фермерство и восстановление природы. Большую часть времени ты занимаешься фермой и выращиваешь необычные растения. Урожай можно продавать торговцам, семена постепенно становятся лучше, а сама ферма развивается вместе с тобой. Игра позволяет двигаться в своем темпе. Хочешь быстрее развивать хозяйство? Оставайся на ферме и вкладывайся в улучшения. Выращивание растений здесь связано не только с развитием фермы. Именно необычные культуры могут помочь тебе в поисках пропавшего друга и в очищении природы. Поэтому обычное фермерство постепенно становится частью более крупной цели. Интересный факт. У игры есть неожиданно личная сторона. Разработчику на момент релиза было всего 17 лет, а практически всю жизнь рядом с ним прожил лабрадор Мачо. Пес умер за несколько дней до выхода Эковуд, и автор решил оставить его фигурки как память внутри своего первого большого проекта. Если собрать все, получишь уникальную встречу в игре. Stardew Valley. Уже культовая игра, где ты начинаешь с довольно скромного наследства, старой дедушкиной фермы, нескольких монет и потрепанных инструментов. Вместо готового хозяйства тебя встречает заросший участок, который постепенно можно превратить в настоящую мечту фермера. Сажаешь культуры, выращиваешь животных, разбиваешь сад, создаешь полезные устройства и шаг за шагом возвращаешь ферму к жизни. Здесь можно прокачиваться в фермерстве, рыбалке, добыче ресурсов, собирательстве и в боях, открывая новые рецепты, профессии и территории. В шахтах тебя ждут монстры, редкие материалы и ценности, а спокойный день можно организовать у воды с удочкой или за приготовлением еды и созданием новых предметов. Здесь живет более 30 персонажей со своим распорядком, днями рождения, историями и проблемами. С ними можно дружить, помогать им, узнавать секреты и даже построить семью. Параллельно ты решаешь, как будет развиваться сама долина, помочь восстановить старый общественный центр или выбрать путь сотрудничества с корпорацией Джоджа. И интересный факт. Создатель Эрик Барон рассказывал, что после университета хотел подтянуть C# и сделал собственный аналог Harvest Moon, потому что подходящей фермерской игры на ПК тогда не нашел. Постепенно учебный проект разросся настолько, что превратился в самостоятельную игру. Он 5 лет занимался постоянным созданием игры, а его супруга верила в него и работала одна, покрывая расходы. Саша, дорогой мой, спасибо, что единственный веришь в меня. Люблю тебя. Еще факт. За кражу фиолетовых шорт Льюис будет неловко просить их вернуть. А если бросить их в суп на луау, губернатору это очень не понравится. Рейндж-симулятор. Тебе достается семейное ранчо, которое когда-то было гордостью дедушки, а теперь заметно пришло в упадок. Вся прелесть именно в постепенном восстановлении хозяйства. Сначала приходится приводить участок в порядок, покупать инструменты и технику, ремонтировать дом, а затем уже расширяться и превращать заброшенное место в полноценное процветающее ранчо. Основной геймплей крутится вокруг животных и хозяйства. Нужно строить сараи, загоны и пастбища, следить за скотом, кормить и поить его, заниматься разведением и ухаживать за молодняком. Полученную продукцию можно продавать, а доход дополнительно увеличивать. Выращиваем сельскохозяйственных культур, производством сыра и сосисок, а также дрессировкой и продажей лошадей. Можно отправиться исследовать открытый мир вокруг участка. В лесах встречаются олени, медведи и другие животные, на которых можно охотиться, но расслабляться не стоит.
Волки способны добраться и до самого ранчо. Охота здесь не существует отдельно от хозяйства, а становится еще одной частью жизни в этой дикой местности. И интересный факт. Игру купили уже 3 миллиона игроков. Разработчики обсуждали еще на ранних этапах создания большие лесные пастбища, несколько пород животных, мужских и женских особей и постепенное расширение строительства. Интересно, что многие вещи тогда звучали как идеи на будущее, а спустя годы действительно появились в игре в том или ином виде. Farmers Dynasty 2. Твой путь начинается с покупки старой запущенной фермы на краю сельской местности. Тебе предлагают постепенно восстановить хозяйство и провести свою фермерскую династию через несколько десятилетий, начиная с уютных 1960-х годов и доходя до современной эпохи сельского хозяйства. На ферме хватает привычной работы. Ты ремонтируешь постройки, возделываешь поля, ухаживаешь за животными и пользуешься техникой разных эпох. От старых тракторов до более современных машин. Урожай становится частью собственного бизнеса, а развитие хозяйства постепенно превращает небольшой участок в серьезную фермерскую империю. При этом сезоны, погода и смена дня и ночи влияют на привычный распорядок. Весной пора заниматься посадками, осенью собирать урожай, а зимой даже приходится расчищать дороги снегоуборочной техникой. Здесь чувствуется вайб деревенской жизни. Можно знакомиться с соседями, выполнять их задания, зарабатывать доверие и повышать репутацию. В дальнейшем разработчики планируют возможность встретить партнера, создать семью и пожениться. Дом, сад и саму ферму разрешают украшать, а еще можно заводить питомцев и держать пчел. И интересный факт. Авторы отдельно рассказывали о новой эмоциональной системе NPC. Отношения должны влиять на поведение персонажей, их реплики и реакцию на игрока. Это симулятор с жизнью нескольких поколений. Например, после появления лесного хозяйства 1960-х саженцы приходится таскать в ящиках и высаживать специальным ручным инструментом. Тогда как современный фермер получает отдельную машину для посадки деревьев. Еще прикол. Из-за бага мебель может путешествовать во времени. Farlands. Стань владельцем целой планеты. Правда, участок давно заброшен, вокруг полно сорняков и разрушений, а из имущества у тебя только старенький космический корабль и дроид-помощник. Я бы сказала, что это отличная завязка для спокойной жизни вдали от большого города. Только вместо обычной деревни здесь целая солнечная система. Большая часть времени уходит на восстановление нового дома. Ты расчищаешь территорию, возделываешь поля, ремонтируешь разрушенные места и постепенно превращаешь заброшенную планету в процветающую ферму. Собранные ресурсы помогают улучшать инструменты и хозяйство, поэтому развитие ощущается не только по внешнему виду планеты, но и по тому, сколько новых возможностей у тебя появляется. Старый корабль все еще способен летать, поэтому можно отправляться на другие планеты, искать там полезные ресурсы и знакомиться с местными жителями. У каждого из них есть своя история и причины жить в этом далеком уголке галактики. Так что исследование постепенно становится частью более крупной истории Солнечной системы. И интересный факт. Игра 2 года находилась в раннем доступе и за это время получила 10 крупных обновлений. К выходу версии 1.0 разработчики сообщили, что запланированная дорожная карта игры была завершена. Почему так долго? Просто у разрабов быстро закончились деньги. К финалу бюджет проекта, по словам Родригеса, дошел примерно до 300 тысяч евро. Также достижения в игре дают разные бонусы. Это интересная тема от меня для тебя. Пишите, какие игры про фермеров вы знаете. И не забудьте следить за инфой о розыгрышах в видеороликах. Все покажу и расскажу. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена. Всем пока-пока.